Привет! На самом деле, хороших беспроводных наушников-вкладышей в бюджете плюс-минус 2000 рублей можно по пальцам пересчитать. На сегодняшний день этот форм-фактор очень востребован среди множества пользователей, и несмотря на обилие доступных решений в формате внутриканальных наушников, китайские производители почему-то не торопятся увеличить и долю вкладышей на рынке беспроводных наушников. Об одном интересном и неплохом варианте вкладышей с хорошим звуком я уже как-то рассказывал на своем канале. Это были наушники SoundPeats True Air. Ну а в сегодняшнем своем ролике я предлагаю тебе посмотреть на первые вкладыши от компании Tronsmart, модель Onyx Ace. Упаковка наушников выполнена в уже знакомых для многих бело-фиолетовых фирменных цветах компании Tronsmart. Внутри находится зарядный кейс, пара наушников, кабель USB-C и черный конверт с руководством пользователя. Зарядный кредл довольно компактный, по крайней мере в сравнении со своими собратьями по классу. Он хоть и широкий на вид, но немного приплюснутый, и при этом все углы его очень сильно скруглены. Оттого носить его в кармане будет удобно, сильно он не выпирает. Спереди имеется небольшая хромированная вставка с 4 точечными индикаторами состояния. Каждая точка — это 25% заряда. Под индикатором краской нанесен логотип названия компании Tronsmart, а на нижнем торце располагается разъем для зарядки USB Type-C, отделанный хромированной окантовкой. С крышкой кейса ровно такая же ситуация, как и в SoundPeats True Air. Петля не имеет доводчика, хоть и сделана из металла, и вот за счет этого при открытии крышка не фиксируется, а болтается очень свободно. Оттого постоянно то и дело захлопывается. Емкость аккумулятора в кейсе составляет 400 мАч, а в каждом наушнике по 40. В теории их можно зарядить 5 полноценных раз от 0 до 100%. Но вот полностью кейс я еще не высаживал. Заявленное производителем время зарядки кейса и наушников составляет 1,5 часа, а вот отдельно наушники я заряжал с нуля и потратил на это 1 час и 15 минут. И вот таким образом мы плавно добрались до самих вкладышей. В плане формы звуководов Tronsmart придумывать велосипед не стали. Это уже старые добрые знакомые, похожие на Apple AirPods. А вот форма ножки тут отличается. Она короче, чем в SoundPeats, но толще. В нижней части установлен светодиод состояния, который во время работы не мигает, а активен только в момент сопряжения со смартфоном. Вверху располагается сенсорная область для управления функциями мультимедиа. Двойным касанием по любому из наушников можно поставить трек на паузу или возобновить прослушивание. Также по данному действию можно ответить на входящий вызов или завершить звонок. Удерживая палец на сенсоре в течение 2 секунд, можно переключать треки. На правом наушнике вперед, на левом в начало композиции, либо назад. Также на данное действие зашито отклонение входящего вызова. По одинарному тапу можно регулировать громкость. На правом в плюс, на левом в минус. Если тапнуть по любому из наушников 3 раза, то можно позвать голосового ассистента Google, Алису или Siri в айфонах. Если рассматривать в целом, то управление полностью повторяет таковое во вкладышах от SoundPeats. В Tronsmart Onyx Ace установлены 4 микрофона для лучшего звучания во время телефонных разговоров, по 2 в каждый наушник. И вот на этот раз работу микрофонов я готов похвалить. В своих внутриканальных моделях Onyx Neo и Spunky Beat с этим были некоторые проблемы. Ну что же, проверяем работу микрофонов в наушниках Tronsmart Onyx Ace. Первые наушники вкладыши от Tronsmart, таким вот образом звучат их микрофоны в помещении. Ну а как они звучат на улице, сейчас мы с тобой спустимся и посмотрим. Ну а теперь проверяем работу микрофонов в наушниках Tronsmart Onyx Ace в уличных условиях. У нас сейчас уже вечереет. Немножко все подутихли соседские газонокосилки, и только птички остались петь. В общем, как звучат микрофоны в этих наушниках, судить уже, конечно же, вам. Я оставляю все на ваш суд. Ну и пишите в комментариях, понравился ли вам звук с этих микрофонов или нет. Ну а я буду продолжать свой обзор дальше. В наушниках Onyx Ace установлен чип Qualcomm QCC3020, и по умолчанию с моим смартфоном Mi 9 SE они работают на аудиокодеке aptX. Подключение происходит быстро, причем для этого достаточно просто открыть крышку кейса. Соединение происходит по интерфейсу Bluetooth 5.0. Если возникнет необходимость, то каждый наушник можно использовать по отдельности, оставив второй отдыхать в кейсе.
Также при желании Tronsmart Onyx Ace можно использовать во время занятий спортом. Заявлен класс влагозащиты IPX5. В моих ушах они сидят уверенно и не выпадают. По ощущениям, посадка звуководов похожа на вкладыши Tisa iX. А вот если сравнивать именно с SoundPits, то True Air сидеть будут все же удобнее из-за более тонкой ножки, нежели в Onyx Ace. Но тем не менее, никакого дискомфорта при использовании вкладышей Tronsmart я не ощущал. Соединение стабильное, разрывов мной обнаружено не было. В радиусе примерно 8 метров от смартфона связь не теряется. В каждом наушнике установлено по одному 13 мм драйверу. И вот что касаемо звука, то тут не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд, даже несмотря на наличие кодека aptX. На громкости в 70-80% наушники звучат хорошо, есть бас, хорошая непроваленная середина и четкие верхушки. Но вот как только ты наваливаешь волюме до 100%, начинается перемешка верхних и средних частот, приводящая к неизбежному дисторшену. Появляется некое ощущение перегруза, с которым динамические излучатели явно не справляются. В общем, слушать музыку на 100% громкости в этих наушниках я бы не советовал. В принципе, среднестатистическому человеку вполне должно хватить 80-90%. При всем при этом SoundPits True Air на этом фоне и при таком сравнении звучат намного четче и без перегрузов на любом уровне громкости. Оттого, если ты любишь слушать музыку громко, то при прочих равных лучше присмотреться именно к ним. Тем более, что и время автономной работы у них будет побольше. А вот в Onyx Ace производитель заявил маркетинговые 5 часов, с небольшим уточнением, что это возможно лишь на 50% громкости. Что же, мой личный результат на 80% составил 2 часа и 40 минут. Согласись, это не так уж и много. Те же Realme Buds Air из моего недавнего обзора на 100% громкости играют почти 2 часа. Так что в Tronsmart при том же уровне громкости ситуация будет примерно схожая. Теперь что по задержкам. В YouTube, как всегда, никаких отставаний. Ролики смотреть можно без проблем. Погонять партейку в PUBG Mobile также реально. Тут нет никакого игрового режима, но и без него в целом ситуация нормальная. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. В целом Tronsmart Onyx Ace получились довольно неплохими. Да, они не лишены недостатков, но ценник в 2000 рублей их немного нивелирует. Я бы назвал эти наушники хорошим бюджетным решением на каждый день, если нужно послушать музычку, поговорить по телефону и немного посмотреть ролики на YouTube. Но это справедливо лишь в том случае, если ты не слушаешь музыку на максималках. А вот если вопрос поставить ребром и сделать выбор между SoundPits и Tronsmart, то лично я бы выбрал все же первый вариант. Единственное, в чем, как по мне, вкладыши от Tronsmart превосходят True Air, так это в микрофонах. Но в любом случае окончательный выбор всегда за тобой. Я же со своей стороны рассказал про эти наушники все, что знаю на сегодняшний день. И если мой ролик был полезен, то не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал, ведь впереди будет еще много всего интересного. А на сегодня у меня все, увидимся в следующих видео. Пока-пока.